И в районе селения Казимежа-Велька где-то в 20-х числах января наша дивизия вступила в бой. Вот. Мы начали наступление на эту Казимежу-Вельку. И во время наступления 2 или 3 пули, как раз и снег был в это время в Польше, 2 или 3 пули прямо зарылись передо мной. Я понял, что я попал на мушку снайпера, упал и притворился, что меня убили. А в это время цепь пошла дальше. Когда я поднял голову, я увидел, что рядом никого нет, что все мои товарищи уже скрылись за первыми домами деревни. Стрельбы не было. Я встал и потихоньку пошел в деревню. Но так как я не знал, куда именно пошла цепь, в какую сторону, я начал искать, заглядывая за дома, вот, чтобы увидеть своих товарищей. И вдруг, совершенно неожиданно, я наткнулся на целую цепь немецких солдат. Поскольку я был один, и у меня была только снайперская винтовка, у меня автомата не было, я попятился и решил скрыться от них. Но они меня заметили и начали кричать: «Рус, сдавайся!» Я добежал до одного домика сельского, зашел в него, поднялся на чердак, на крышу, и вижу, что домик окружают немцы. Они кричат: «Рус, сдавайся!» и стреляют. Пули пробивают этот самый чердак и ложатся возле меня. Никого из наших нету. Я полностью был окружен немцами. Ну, я не знаю. Ну и ты был в ужасе, наверное. Я абсолютно хладнокровно сказал себе, что я не сдамся, буду биться до последнего. Я положил возле себя 2 гранаты, положил запасные патроны и решил отбиваться. Безусловно, что если бы немцы продолжали свои усилия и хотели бы захватить меня, они бы добились этого. Но тут вдруг началось наше наступление. Я услышал крики «Ура!». Эта наша цепь приблизилась к тому району, где находился я. Вот. Я сразу же быстренько слез с чердака, присоединился к цепи, и мы начали преследовать отходящих немцев. Немцы побежали. Но когда мы вышли на окраину села, там мы увидели офицера, который пытался организовать немецких солдат, чтобы они отразили атаку. И нас встретил хороший пулеметный огонь. Я приложил винтовку к плечу, хотел выстрелить, вот, но тут пуля попала мне в правую ногу ниже колена. Пуля была разрывная. Я тотчас же упал. Я упал, и я вижу, что офицер командует немцам встать и вперед в атаку. Поэтому я
пополз за дом. Причем нога была так перебита, что у меня она просто перекрутилась так, что там, где был носок, встала пятка. Это же Потому что кость эта была перебита ну, ниже колена. Вот. Я заполз в другой дом. Возле меня был один автоматчик наш. Я слышал, как он говорил: ребята, ни шагу назад. И хотел стрелять по немцам из автомата. Но мороз такой стоял, что у него, видимо, была густая смазка, и автомат не работал. Вот. Но тут вдруг я услышал самоходки, крики «Ура!». что такое самоходки? Самоходка – это самоходная артиллерия. Не танк, а орудие на самоходное орудие, это самоходная пушка. Вот. Подскочили наши самоходки, немцы бросились бежать. Вот. Я выполз из этого домика. Прямо на меня бежал наш сам инструктор, старший сержант. Вот. Он меня подхватил, сказал: держись за шею. Он взвалил меня на спину, я держался за шею, хотя мне было очень больно. И он отвез меня в медсанбат. Раненых было очень много, потому что это наступление, которое было организовано, в ночь с 12 на 13 января по просьбе Черчилля. Черчилль попросил Сталина, чтобы Сталин организовал наступление, потому что немцы в Арденнах, десант, который высадили союзники, вот, они окружили и начали добивать. Поэтому Черчилль считал, что наше наступление отвлечет силы. Но Сталин поэтому дал указание о том, чтобы мы развернули наступление. Мы еще не были готовы к наступлению. Наступление должно было начаться где-то в феврале. Но мы начали это наступление с 12 по 13 января, да.